Здравствуйте! В прошлом фильме мы с вами попытались разгадать загадки карьерного некрополя, расположенного в непосредственной близости от Дары. Тогда я выдвинул, надеюсь, обоснованную гипотезу о том, что изначально это было место захоронения представителей иудейского народа, переселенного из Израиля на территорию Северной Месопотамии вавилонским царем Навуходоносором II в VI веке до нашей эры. Эта гипотеза, на мой взгляд, объясняет сразу несколько вещей. Во-первых, изначально мирный характер поселения и его полную незащищенность, несмотря на то, что находилось оно практически на границе империи. Но это вполне логично. Зачем тратить ресурсы на каких-то вынужденных переселенцев и бывших врагов? Все равно предадут. А во-вторых, она объясняет странность сюжетов, представленных в массовом захоронении. Они гораздо больше соответствуют захоронению иудеев, пострадавших от насильственного переселения, чем погибшим в бою крестьянским воинам. Причем у меня есть еще большие сомнения относительно христианства римского воинства на восточных окраинах империи. Желающие обо всем этом узнать подробнее могут посмотреть мой предыдущий фильм. Ссылка на него будет и в описании, и в конце сегодняшнего видео. Ну а мы давайте вернемся к нашим карьерам. Вернее, к карьерам Дары. Как я уже говорил, в этой экспедиции мы обнаружили еще пару-тройку никем не исследованных карьеров. И об одном из них, наиболее интересном, я хотел бы вам рассказать сегодня. Обнаружили мы его совершенно случайно. В обеденное время мы решили перекусить где-нибудь в тенечке, на открытом воздухе и подальше от туристов. Проехав пару километров вверх по течению реки Кардис, мы обнаружили вполне подходящую оливковую рощу. И вот, сидя за столом, я вдруг обратил внимание на какую-то странную вертикальную структуру, возвышающуюся на противоположной стороне ущелья. Эта огромная скальная структура явно была рукотворной. Ну и, естественно, окончание обеда прошло уже довольно скомканно, исследовательский азарт непреодолимо тянул нас на ту сторону. Перейдя сухое русло речки, мы сразу поняли, что структура действительно искусственная. Только вот кем и когда она была создана? Назначение ее мне и до сих пор не вполне понятно. Уже у самого подножия холма начали попадаться следы инструментов, которые я неоднократно встречал по всей территории Малой Азии. Это странные полосы выбранной породы шириной примерно 12-13 см и небольшой глубины. Причем везде они сделаны как будто с какой-то непонятной целью. Если бы это было сделано для отрезания куска скалы, то зачем такая ширина? Для забивания клиньев достаточно узкой канавки, прорубленной обычной киркой. Вот как здесь. Или вот здесь. А вот эти абсолютно бессмысленные упражнения с камнем меня искренне удивляют. И я затрудняюсь ответить на простой вопрос. Зачем? Все это похоже на пробу инструмента после заточки или замены элементов режущего модуля. Недавно я узнал о теории, согласно которой вот эти широкие пропилы делали зубилом, потому что кирки тогда еще не было. А зубилом глубоко не сделаешь. Сущий бред, ведь все зависит от длины зубила, вплоть до лома. К тому же этот способ датировки совершенно ломает общепринятую академическую теорию появления Дары, а также целого ряда подобных строений по всему побережью Средиземного моря. Эта находка еще больше разожгла наш интерес. Однако это было только начало. Мы сразу заметили некоторую странность в этих стенах. То есть люди с какой-то целью срезали огромный кусок склона холма. Но назвать это карьером для добычи камня довольно трудно. Во-первых, потому что он расположен очень далеко от города. И совершенно не было смысла добывать здесь камень, когда в непосредственной близости от Дары имелось сразу 3 карьера. Кроме того, здесь имеются признаки культовых сооружений. Вот, например, такие. Это очень похоже на небольшой алтарь-жертвенник. Причем алтарь из мрамора, включение которого в известняк, видимо, строители обнаружили в процессе сноса склона. И, видимо, из-за ценности материала решили сделать из него жертвенник. А вот справа возле стены мы видим еще нечто похожее на классический скальный алтарь. Давайте посмотрим его поближе. У основания четко видны следы вырубки блоков. Это щели примерно 5-6 см. Впоследствии их расклинивали, и блок отрывался от своего основания. Позже я вам покажу следы этих отрывов. Здесь вырублены ступеньки, а сверху устроена площадка для пожертвований богам. Продолжаем наше исследование и идем дальше. Следом за скальным алтарем расположена странная ниша, вырубленная в глубину скалы. Стены выбраны внутрь по дуге, и это совсем не напоминает ту промышленную добычу камня,
которую мы увидим во второй части фильма. То есть перед нами свидетельство того, что добыча камня здесь была не самым основным занятием. Зачем добывать кривые камни? Все это вроде как напоминает какое-то убежище или укрытие. Причем работа проделана колоссальная, поскольку порода здесь совсем не такая мягкая, как в районе Шанлы-Урфы. Это мармуризованный известняк, который сам по себе очень крепок. Позже я покажу вам эксперимент, который мы здесь сделали. И вот опять мы видим кусок белого мрамора. Откуда он здесь взялся, совершенно непонятно. Возможно, был сброшен сверху. А здесь мы видим следы инструмента, так называемую елочку. Причем внизу ее борозды гораздо более ярко выражены и имеют более отчетливый рисунок, чем расположенные выше. Ну а на правой стене вы отчетливо видите следы, которые введут любого альтернативного историка в священный трепет. Однако есть один маленький нюанс, который все ломает. Расстояние между бороздами слишком маленькое, да и сами они не параллельны. И снова бросается в глаза наклон стены, который по мере продвижения становится все значительнее. При этом уже прослеживается определенная закономерность. Рядом с каждой такой большой нишей находится свой алтарь. А это, в свою очередь, свидетельствует о местах молитвы и жертвоприношения античным богам, которые, судя по этим тучам на горизонте, начали на нас гневаться. Вся эта структура состоит как бы из двух частей, и вторая ее часть гораздо лучше проработана. Здесь уже целых 3 ниши с алтарями, и в целом она выглядит гораздо более законченной по сравнению с первой. Если первая часть еще хоть как-то напоминает каменоломню, то вторая уже явно носит культовый характер. Именно это заставило меня отказаться от своего первого предположения об оборонительном назначении этой структуры. Вначале я предполагал, что в этих нишах могли прятаться воинские подразделения, оборонявшие город с севера, а козырьки сверху могли служить защитой от камней, которые неприятель мог бы сбрасывать на них в процессе штурма. Но увиденное здесь заставило меня полностью изменить свое мнение. Я нигде не видел оборонительных сооружений со встроенными алтарями. А вот кладбищ с ними видел предостаточно. Это необходимый атрибут захоронений, ну как минимум эллинистического периода. Подобные типы захоронений я видел в Киликии и Волбе. Там они также выполнены под углом. Вот этот аркосолий появился уже в более позднее время, во время римского владычества. А вот это эллинистический период. И видите, здесь также угол, а сверху сделан искусственный козырек, причем с совершенно удивительной аркой. Также и здесь. Видите, слева оформлен алтарь, козырек и угол. А алтари рядом с захоронением – это вообще отдельная тема. Вот помните мой фильм про Олбу? Мы с Дмитрием нашли там такое вот скальное захоронение, совмещенное с алтарем. Справа алтарь, слева была ниша, куда ставились урны с прахом. Я тогда еще высказал мнение, что это кремационное захоронение. И, как оказалось, не ошибся. Недавно я прочитал работу одного из ведущих турецких археологов, Туны Акчай. На основании найденных внутри осколков керамики она утверждает то же самое. Узнаете место? А внизу подпись «Кремационное захоронение». Ну и не будем забывать, что точно такое же место находится всего в паре-тройке километров отсюда. И мы в нем уже были. Ведь если убрать выдолбленные римлянами поздние аркосолии и скальные гробницы иудеев, то получаются практически такие же стены. Более того, местами мы можем видеть сохранившиеся ступени алтарей. И это ну никак не вяжется ни с христианством, ни с иудаизмом, ни тем более с зороастризмом. Вам не кажется, что этот некрополь изначально выглядел именно так? То есть здесь получается наслоение как минимум 3 эпох. И по всей видимости изначально кувшины с обгорелыми костями после кремации хоронили в небольших выдолбленных в скале нишах, как я уже показывал на примере захоронения в Волбе. Затем эти ниши могли быть расширены и превращены иудеями в полноразмерные скальные гробницы. А уже впоследствии римляне преобразовали их в скальные гробницы с аркосолиями. Ну а мы идем дальше и переходим еще к одной нише. И здесь я обнаружил нечто, что, возможно, подтверждает мою давнюю гипотезу, объясняющую, почему некоторые древние строения расколоты на удивительно мелкие осколки, похожие вот на эти. Вот в этом углу, судя по всему, пастухи жгли костер. Температуру, конечно, обычный костер большую развить не может. Однако все равно мы видим вот такую картину. Этот угол раскалился, и часть известняка под воздействием температуры преобразовалась в негашенную известь. В принципе, если бы сразу сюда поплеснуть воды, возникла бы довольно бурная реакция. Негашенная известь превратилась бы в гашенную, и как раз получилась бы та самая звездка для побелки. Но поскольку все это находится в нише, и вода напрямую в нее не попадает, известь погасилась просто от влажности воздуха за несколько лет. Но все равно посмотрите, как это выглядит.
То есть при большом пожаре, когда город захватывали завоеватели, они, как обычно, сжигали его дотла. И я все удивлялся, как можно мраморный город сжечь дотла. А вот так. Поскольку внутри было множество предметов домашнего обихода, а в храмах деревянные конструкции, крыши и другие горючие материалы, то при хорошей тяге и сильном ветре температура могла достигать 1000 градусов. А если еще, не дай бог, в течение первых пары дней после пожара проходил дождь, то мраморные блоки буквально разрывало из-за высокотемпературной реакции с водой. Ссылку на демонстрацию этого эффекта я дам в описании. Вот так и получались эти мелкие куски. Как разрушали строение поблочно, этому есть масса описаний. Просто цепляли к блоку крюк с веревкой и дергали лошадью или толпой. И храм, либо какое-то другое мощное строение разбиралось буквально за считанные часы. Поэтому и уцелели только сооружения из мегалитов. А вот раскалывать эти блоки уже на мелкие кусочки захватчику вряд ли было зачем. Согласитесь? Ему и без этого было чем заняться в завоеванном городе. Ну а мы идем дальше и подходим еще к одной нише, в которой обнаруживаем еще один недоделанный алтарь. В общем, наша случайная находка оказалась довольно плодотворной на разные гипотезы. Потому что эта структура совершенно не вписывается в официальную историю данного места и отодвигает официальные датировки возникновения Дары как поселения уже как минимум в эллинистический период. А само это место, судя по всему, представляет собой переделку бывшего карьера с вертикальными стенами в кладбище языческого типа. Вернее, вместо будущего кладбища, которое по каким-то причинам им так и не стало. То есть примерно то же самое, что раньше произошло с карьером, который сегодня мы называем официальным некрополем Дары. Если это карьер, конечно. Проблема в том, что здесь отсутствует дорога и вообще нет нормального профиля местности для транспортировки блоков в город. Вот ближайший к городу конец этой структуры. Вроде бы он упирается в довольно пологий склон, но буквально через 100 метров река делает крутой поворот, и ее берег вплотную подходит к холму, на котором расположен этот самый карьер. А река, как я уже рассказывал, согласно описанию Прокопия Кисарийского, в то время имела очень крутые берега и напоминала каньон. Поэтому переброска каменных блоков через каньон мне кажется сомнительной. Скорее всего, блоки предназначались для каких-то сооружений, которые сейчас находятся под речными отложениями. То, что блоки здесь все-таки добывали, видно по многочисленным следам. Вот, например, следы разметки под вырубку блоков. Видите, какие интересные. Не всегда ровные, конечно, но я впервые вижу нечто подобное. Есть и следы незавершенной вырубки этих блоков. Вот разметочка. Разметочка, следы вырубки. Вот это вообще место огонь. Да. И вон там еще вторая разметочка. А здесь ямочка. Инструмент смачивать. А здесь вот она. Вот разметка. Чем они резали? Как лазером как будто. Причем от руки так. Не шибко ровно, да? Жик-жик. Пропилы. Ну и опять же, не сбрасывали же вниз эти блоки. Они бы раскололись. Тащить их в тот дальний край, как я уже говорил, бессмысленно. Тащить на руках через горы до ближайшей переправы слишком трудозатратно, да и просто глупо. Тем более, что в восточной части города есть точно такой же карьер, но гораздо ближе. В общем, это место не очень похоже на промзону, хотя блоки здесь, судя по всему, действительно добывались. Вот характерные следы, которые остаются после откалывания блоков от основания. Делались надрезы в скале кирками по периметру, а затем клинями блок откалывался, отрываясь от основания. При этом образовывались такие вот ямки. После этого блок обтесывался со всех сторон до более-менее ровного вида и транспортировался к месту строительства. Причем это древнейший способ вырубки. На византийских карьерах, которые мы рассмотрим с вами чуть позже, таких следов уже нет. И при этом материал здесь очень твердый. Вытекать что-то и вырубать. Можно ближе, Юля. Что, в глаз попало? Нет, просто всю засыпал. Вот. Ну, вот с такой производительностью. Если для вырубки десятка блоков такая производительность все еще приемлема, то для добычи мрамора и известняка в тех промышленных масштабах, которые мы сейчас увидим, у меня возникают вполне обоснованные сомнения. Как видите, дождь нас все-таки догнал и не дал снять материал в тот же день. Поэтому следующим вечером мы вернулись, уже в солнечную красивую погоду.
И не пожалели. Посмотрите, какая красота. Я, конечно, понимаю, что говорить так, ах, какая красота, про какой-то древний карьер, который состоит, в общем-то, из ступенек и стен, довольно странно. Но это место почему-то вызывает у меня неподдельный восторг и эйфорию. Я уже неоднократно говорил в своих фильмах, что разные места действуют на меня совершенно по-разному. Некоторые, особенно захоронения, вызывают тяжелые тоскливые чувства, а некоторые, наоборот, легкость и радость. Но вы еще услышите мои эмоции по этому поводу. Обратите внимание, насколько даже конструктивно и визуально это место отличается от того, что мы рассматривали буквально 5 минут назад. Здесь сразу видна системность добычи камня. Стены ровные, строго вертикальные. Четко видно, как методично, слой за слоем, блок за блоком древние рабочие вырубали каменные блоки. Удивительно красиво, да, на закате? А какой здесь звук! А-ха-ха-ха-ха! Здорово. Душа радуется. Прямо вот здесь такое чувство интересное, духоподъемное какое-то. Как захожу сюда, радуюсь. Как ребенок, чему непонятно. Взрослый человек вроде. И вот эта выборка. Да. Это вот к вопросу о размерах. Десяточка. Еще сколько закопано. Тут и пятнашечка. Видите? И все вот елочкой выработка идет. И вы будете мне рассказывать, что вот оттуда как-то стояли и откалывали, что ли? Ну, рассказывайте. Я вам не мешаю. Можете и другим рассказать. Пусть все посмеются. А вот это уже образец ручной выработки. Здесь специально сделано место, где добытчик мог спокойно стоять и рубить свои блоки. Каждый раз рабочий начинал с самой макушки и двигался вниз, откалывая по одному блоку в каждом ряду. Таким способом вся скала могла быть срезана до основания без применения каких-либо особых конструкций. Вот это же скала с обратной стороны. А на противоположной стороне видно, как рабочие дошли до трещины, откололи неровные камни и бросили их прямо на месте. Это и к вопросу о неровных камнях, о которых говорил ранее. Кривые неровные камни никому не были нужны. Добыча просто продолжалась ступеньками вдоль трещины, вверх по склону. Но такой способ добычи плохо увязывается с абсолютно гладкими вертикальными стенами высотой до 15 метров, которые невозможно сделать вручную. Эта загадка мучила меня до тех пор, пока я не осмотрел второй карьер. Именно здесь я увидел четкие следы того самого инструмента, которым, судя по всему, и резали эти вертикальные стены. Видите вот эти пунктирные следы шириной максимум 7-8 см полукругом уходящие в породу. Сторонники кирки пусть объяснят мне, каким образом и на чем стоял человек с этой киркой. Или его кто-то держал за ноги вниз головой. Как он умудрялся, стоя на 15-сантиметровом уступе над пропастью, аккуратно снимать тонкий слой породы. Идем дальше и видим похожую картину. Здесь все то же самое. Посреди вертикальной стены небольшой выступ со следами режущего инструмента. И он не один. Таких следов достаточно много. Четко видно, как стена целенаправленно выравнивалась по вертикали каким-то длинным инструментом. И только когда я увидел вот эти пропилы сверху, причем они сделаны киркой, мне, как мне кажется, стало понятно, зачем могли делать эти вертикальные стены. Похоже на то, что сначала высокопроизводительным режущим инструментом делались вертикальные разрезы по всему холму. Это позволяло проверить плотность породы и отсутствие в ней трещин. И уже после этого начиналась выборка ступеньками. Вот видите, здесь начали делать первую ступеньку. А чуть левее уже видна заготовка, с которой можно было начинать вырубку второй. Это гипотеза номер 1.
А гипотеза номер 2 гораздо интереснее. Что если эти вертикальные стены были изготовлены гораздо раньше, именно каким-то высокопроизводительным механизмом? Радиальный след этого инструмента мы видим вот на этом выступе. А последующие цивилизации успешно использовали уже готовые стены для вырубки блоков, начиная сверху и постепенно спускаясь ступеньками вниз. Тогда все встает на свои места. Добыча камней становится удобной и безопасной. Вот здесь мы также видим справа вверху начало ступенчатой выборки. А далеко внизу стоит Юлия Степанова. Ее рост примерно 1,70 м. Так что, как видите, высота этой стены не менее 15 метров. Как вам эта гипотеза? Ну, кому-то она может и не понравиться. Но по мне, лучше давать какие-то объяснения гипотезы, чем тупо объяснять все непонятное проделками ДВЦ. А ведь гипотезы могут быть очень неожиданными и интересными. Поделюсь с вами еще одной. Она мне пришла в голову уже после того, как я залил первую версию этого фильма в YouTube. И мне пришлось ее после этого срочно удалить. Посмотрите снова на эти снимки. Они вам ничего не напоминают? На что это похоже? А если вот так? Невероятно, да? Не является ли это сооружение мемориалом о прошедшей катастрофе? Причем неважно, как мы ее назовем. Цунами от взрыва вулкана Санторини, цунами от падения метеорита в Средиземное море, всемирный потоп. Огромные цунами в регионе Средиземного моря были и неоднократные. Их следы мы находим на высотах до 500 метров вдоль всего побережья. Не были ли первые основатели Дары переселенцами, уцелевшими после катастрофы и решившими уехать подальше от опасного соседства с морем? А это место служит как бы мемориалом в память о тех страшных событиях и о погибших близких. Это сразу объясняет не только специфическую форму этого мемориала и наличие сразу нескольких алтарей для проведения памятных ритуалов, но и отсутствие захоронений. Ведь хоронить после цунами было буквально некого. Посмотрите, ведь даже сверху это место напоминает гигантскую волну. Также хронологически подходят и обнаруженные нами следы древних способов добычи камня на этом месте, которые коренным образом отличаются от промышленных римских методов добычи в настоящих карьерах, показанных мной во второй части фильма. Неужели это место памяти и скорби? Имеет эта версия право на существование? Да безусловно. Я не нашел ни одной научной работы по этому археологическому участку. Дара вообще еще практически не изучена. Копать ее начали совсем недавно, да и то только сверху. Помните, я говорил про принцип «ниже Рима не копать». А я вот попробовал копнуть, причем чисто виртуально, и сразу столько интересных версий и находок. А теперь им придется копать глубже, чтобы опровергнуть мою теорию происхождения Дары. Шучу, конечно, но в каждой шутке есть всего лишь доля шутки. С нетерпением жду ваших комментариев, гипотез, а также лайков и подписок. Ведь только на моем канале вы увидите и услышите то, что вам не покажут и не расскажут другие. Пока-пока.